Здравствуйте, друзья. Затянул я, это не то слово. Уже скоро снег пойдет, а я до сих пор еще не выложил последнее видео о лете. И ведь не выложил бы, если бы случайно не встретил на прилавках одного из магазинов бутылочку розового вина. Нет, вы не подумайте, что я без алкоголя не могу работать. Просто на этикетке этого вина было написано «Сен-Тропе». Это было вино из тех самых мест. И это мне как-то помогло собраться с мыслями. И теперь я могу вам рассказать удивительную историю одного рыбацкого поселка. Сен-Тропе – это город на Средиземноморском побережье, на юго-востоке Франции, в регионе Прованс, на Лазурном берегу. Некогда скромный рыбацкий поселок в прошлом веке был облюбован французской богемой и превратился в фешенебельный курорт, который и сейчас привлекает миллионы туристов своими пляжами и насыщенной безмятежной жизнью. Практически ничто не напоминает нам сейчас о прошлом городе. А в старом порту Сен-Тропе теперь стало сложно отыскать рыбацкую лодку среди такого множества роскошных яхт. Только разве что на картинах художников, удобно разместивших свои мольберты на набережной, вы найдете нечто, указывающее на историю. Мотивы прошлых лет, так сказать. Но старинные здания и мощеные улочки, пусть слегка реконструированные и переделанные множество раз в угоду каждому времени, все же содержат в себе камни, которые помнят очень многое и могут нам кое-что рассказать. Здрасте. Но, возможно, они помнят о том, как во II веке до нашей эры сюда пришли греки и основали первое поселение. Помнят его первое известное название – Ираклия, это уже при римлянах. И, конечно, помнят, как этому месту было присвоено современное имя Сен-Тропе в честь святого Тарпетиуса, святого Трофима по-нашему, который был крещен еще святым Павлом, был казнен императором Нероном на одной из площадей Пизы и пущен в море в старой лодке с петухом и собакой, которая, пройдя огромное расстояние, пристала в мае 68 года к берегу Ираклии. Христиане уже позже дали городу имя легендарного святого. Кстати, по легенде, петух улетел в сторону селения, названного потом его в честь Когалин, а собака побежала в другую сторону, и этот поселок был назван Гримом. Да-да, именно там, где тот порт Грима, откуда я начал свою историю о лете. Верить во все это или нет, вам решать. Гуляя по улицам, вы, конечно, заметите огромное количество фотографий Бриджит Бардо. Она здесь повсюду, и это не случайно. Нет, она не родилась здесь. Она родилась в Париже. Просто в 1956 году она снимается здесь в фильме своего мужа, режиссера Вадима Роже «И Бог создал женщину». На кадрах из этого фильма вы увидите как раз тот самый рыбацкий поселок, каким был Сен-Тропе до этого времени. Потому что после этого здесь как грибы вырастают виллы знаменитостей, роскошные клубы и фешенебельные рестораны, и город становится местом притяжения больших денег. Кстати, Вадим Роже был русским Вадимом Племянниковым, сыном русского белоэмигранта из Киева. Но на самом деле популярность этого места у творческой элиты началась еще раньше. В 1887 году сюда на своей яхте приезжает на лечение болезни от любви Ги де Мопассан, а чуть позже, в 1892 году, шторм загоняет яхту
лидера неоимпрессионистов Поля Синьяка, в этот порт. Очарованный местом, он покупает здесь дом, где живет, творит и куда приглашает многочисленных друзей-художников Матисса, Бонара, Марке, Кес ван Донгена и многих-многих других. В начале 20 века Сент-Тропе уже прочно завоевывает свое место в сердцах творческой элиты. Это не я. Ну и вернемся к истории. В IX веке после падения Римской империи весь регион находился во власти пиратов. Их грабежи длились здесь почти целый век. А в X же веке это была уже арабско-мусульманская колония. Позже, в XV веке, в Сент-Тропе переезжают 60 семей из Генуи. Жители поселения остаются свободными и избавленными от налогов вплоть до времени Людовика XIV. Правда, им за это приходится противостоять набегам турок и испанцев. Вот, например, в 1637 году жителями была отбита атака целых 22 испанских галеонов. До настоящего времени в честь этого события в городе проводится традиционное шествие, на которое вы можете запросто попасть. Была и еще одна страничка в истории Сент-Тропе. 15 августа 1944 года здесь находился самый центр южно-французской операции «Драгун». Здесь была высадка десанта войск антигитлеровской коалиции, и в боях погибли десятки тысяч людей с обеих сторон. Но результат был успешным. После этого юг Франции был быстро освобожден. Ну и, конечно, нельзя не отметить вклад в популяризацию Сент-Тропе фильмы Луи де Фюнеса. Людей, переодетых в старую форму жандармерии, здесь можно встретить повсюду, и нам даже удалось с ними сфотографироваться. Его фильмы были удивительные, пусть наивные, но очень добрые. Покидая Сент-Тропе, я думал о том, что мне этот город понравился какой-то своей простотой. А еще я думал о том, как культура способна влиять на историю целых городов. Я вспоминал яхты, которые стоят перед домом Бриджит Бардо сутки напролет, в надежде только на то, что она выйдет, хотя бы на минутку, и покажется всем. Люди просто благодарны. И я думал о том, где бы в данный момент поставил яхту я. Я бы поставил ее перед домом моего друга Вити Охотина, который пустил нас в свой дом и позволил узнать столько всего удивительного и прекрасного не только моей семье, но и вам. Большое спасибо, Вить.
Здрасте.